Омск в феврале — это город, застывший в ожидании весны, которая все никак не наступает. Ветер гонит по проспектам колючую снежную крупу, а серые панельные многоэтажки кажутся неприступными крепостями. На окраине города, где бесконечные заборы промзон встречаются с оживленной трассой, лежало то, что еще утром было полной жизни собакой. Ее звали Крайлен. Это имя, звонкое и немного странное, она получит позже, а пока она была лишь безымянным комком серой шерсти, вмерзающим в грязную обочину. Удар был внезапным и сокрушительным. Тяжелый металл автомобиля врезался в хрупкое тело, отбросив его в кювет, словно ненужную вещь. Водитель даже не притормозил. В мире больших скоростей смерть бродячей собаки считается досадной случайностью, не стоящей внимания. Крайлен не понимала, почему небо вдруг перевернулось и стало таким холодным. Она не могла скулить, грудная клетка была словно зажата в тиски. Каждый вдох превращался в пытку, а внутри разливался жгучий огонь. Она просто смотрела на серые облака, и ее зрачки медленно расширялись, вбирая в себя наступающую темноту. Артем спешил на работу. Он шел по привычному маршруту, погруженный в мысли о годовом отчете и сломанном кране на кухне. Он почти прошел мимо, когда боковым зрением уловил странное движение. Собака не шевелилась, но пар от ее дыхания, едва заметный, слабый, вырывался из пасти ритмичными толчками. Артем остановился. Что-то в этой покорности смерти заставило его сердце сжаться. Он подошел ближе и увидел глаза, огромные, янтарные, полные такой невыносимой тоски и боли, что у него перехватило дыхание. Он не был спасателем, он боялся бродячих собак, но в этот момент он просто не смог уйти. «Потерпи, маленькая», — прошептал он, доставая телефон. Голос волонтера в трубке был усталым, но решительным. Артем объяснил ситуацию, скинул геолокацию и остался ждать. Он стоял рядом полчаса, загораживая Крайлен от ветра своим пальто, пока к обочине не подкатила старая Нива с наклейкой приюта на стекле. В ветеринарной клинике с символичным названием «Берег надежды» время словно сгустилось. Главный врач Игорь Викторович, человек, видевший за свою практику тысячи смертей и сотни чудес, осмотрел Крайлен за считанные минуты. «У нас политравма. Шок 4-й степени. Давление падает». Четко, без лишних эмоций командовал он. «Готовьте операционную. На рентген нет времени. Везите мобильную установку прямо сюда». Снимки проявили ужасающую картину. Удар был такой силы, что внутренние органы собаки буквально перемешались. Врачи увидели то, что назвали чудом выживания. У Крайлен были диагностированы разрывы мочевого пузыря и желудка. Содержимое внутренних органов начало изливаться в брюшную полость. Это был приговор. Любое другое животное погибло бы в течение часа. Но Крайлен почему-то жила. Она держится на чистой воле, сказал Игорь Викторович, надевая маску. Начинаем. Операция длилась бесконечно долго. 5 часов хирурги, склонившись над израненным телом, буквально по кусочкам собирали жизнь. Каждый шов на желудке требовал филигранной точности.
ткани были воспалены и истончены. Разрыв мочевого пузыря грозил необратимым заражением крови. В какой-то момент монитор издал ровный длинный звук. Сердце Крайлин остановилось. В операционной повисла тишина. «Адреналин! Разряд!» — выкрикнул хирург. Тело собаки вздрогнуло. Еще раз. И еще. И вдруг слабый, неуверенный пик монитора. Она вернулась. После операции Крайлин долго не приходила в себя. Она находилась в пограничном состоянии, которое врачи называют зоной тени. Организм был настолько истощен, что любая попытка проснуться могла стать фатальной. Волонтеры, которые к тому времени уже дали ей имя Крайлин в честь легендарной воительницы из старой сказки, дежурили в клинике посменно. Марина, молодая девушка с добрыми глазами, сидела у ее клетки часами. Она рассказывала собаке о том, как красиво в Омске летом, когда цветут яблони, и как много людей сейчас переживают за нее в социальных сетях. Когда Крайлин все же открыла глаза, радость была недолгой. Она не могла дышать. Травма грудной клетки и отек легких лишали ее кислорода. Ее слизистые приобрели пугающий синюшный оттенок. Каждое движение ребер приносило невыносимую боль. «Ей не хватает сил даже на вдох», — констатировал дежурный врач. Крайлин поместили в кислородную камеру. Прозрачный бокс, куда подавался концентрированный А2. Там, за прозрачным стеклом, она провела первые 3 суток. Это было странное зрелище. Мощная собака, запертая в пластиковом кубе, ловит ртом невидимый воздух. Кислород стал ее единственным лекарством, способным дать клеткам шанс на регенерацию. Самым сложным испытанием после травмы желудка стал голод. Швы были настолько свежими и обширными, что любая попытка пищеварения могла привести к их разрыву. Врачи вынесли вердикт: полная голодовка на 7 дней. Для живого существа, которое и так находилось на грани истощения, это казалось пыткой. Крайлин получала питание только через капельницы. Литры прозрачной жидкости ежедневно вливались в ее вены, поддерживая жизнь, но не утоляя голод. Она видела, как кормят других собак в стационаре, слышала запах еды, но только смиренно клала голову на лапы, когда мимо проносили миски. К 4-му дню она начала слабеть. Ее взгляд стал тусклым, она почти не поднимала головы. «Она сдается», — шептались в коридорах. Но на 6-й день произошло нечто удивительное. Марина принесла в клинику старую футболку, пахнущую домом и теплом. Крайлин уткнулась в нее носом, и впервые за долгое время ее хвост едва заметно дрогнул. Она решила бороться дальше. На 8-й день ей разрешили первую порцию специального паштета. Всего 1 чайную ложку, разведенную с водой до состояния киселя. Крайлин съела ее с такой жадностью и осторожностью одновременно, что у видавших виды санитаров на глазах выступили слезы. Желудок выдержал, система заработала. Когда Крайлин выписали, она была похожа на тень самой себя. Кости выпирали сквозь тусклую шерсть, а задние лапы, поврежденные при ДТП, почти не слушались. Ее забрала к себе Наталья, женщина, чей частный дом в пригороде Омска давно стал прибежищем для сложных животных. Реабилитация была долгой и мучительной. Крайлин нужно было заново учиться ходить. Первые попытки напоминали движение сломанной куклы.
Она делала шаг, ее лапы разъезжались на скользком полу, и она бессильно опускалась на бок. Наталья не сдавалась. Она сшила специальный корсет, с помощью которого приподнимала тело собаки, давая ей возможность почувствовать опору. «Давай, Край, еще разок», — подбадривала она ее каждое утро. Они гуляли по заснеженному двору по 5 минут, потом по 10. Крайлен училась доверять не только своим ногам, но и человеку. Она, пережившая страшный удар металла, больше не вздрагивала от звука проезжающих за забором машин. Она поняла, что здесь она в безопасности. Процесс заживления внутренних разрывов шел медленно. Каждую неделю они ездили на осмотр, и каждый раз Игорь Викторович качал головой. Невероятно. С такими повреждениями желудка она должна была остаться инвалидом на строжайшей диете. А она поправляется. У этой собаки сердце льва. Прошло несколько месяцев. Сегодня Крайлен — это совсем не та окровавленная тряпка, которую нашел Артем на обочине. Это статная, сильная собака с густой шерстью и мудрым взглядом. Да, она немного прихрамывает в сырую погоду, и ее шрамы на животе никогда не исчезнут до конца, скрытые под подшерстком. Но это шрамы победителя. Наталья часто вспоминает тот день, когда Крайлен впервые побежала сама. Без корсета, без поддержки. Она увидела воробья на ветке и, забыв о боли и страхе, рванула вперед. Это были секунды абсолютной свободы. В тот момент стало ясно — жизнь победила окончательно. История Крайлен всколыхнула весь Омск. Десятки людей, следивших за ее судьбой, начали больше помогать приютам, а Артем, тот самый парень с обочины, стал постоянным волонтером. Один звонок, один неравнодушный взгляд запустили цепную реакцию добра, которая спасла не только собаку, но и что-то очень важное в душах людей. Крайлен часто сидит на крыльце дома Натальи, глядя вдаль. Она знает цену каждому вдоху. Она знает, что такое тишина кислородного бокса и вкус первой после недели голода ложки еды. Она — живое доказательство того, что медицинские прогнозы бессильны перед жаждой жизни и человеческим милосердием. Она преодолела худшее, что может случиться — предательство, боль и забвение. И теперь каждый ее шаг по земле — это беззвучное «спасибо» тем, кто не прошел мимо, кто оперировал 5 часов без перерыва, кто дежурил у клетки и кто просто верил в нее, когда шансов почти не оставалось. Крайлен живет. И вместе с ней живет вера в то, что даже в самом холодном городе всегда найдется место для тепла, способного вернуть с того света.